Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 28 июня. Поговорим о церковном празднике, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Итак, друзья, далее все более подробно. 28 июня православные христиане вспоминают великомученика Вита и пророка Амоса, а также святого Модеста и мученицу Кирскентию. Эти святые оставили глубокий след в истории христианства, и их жития служат примером веры, мужества и преданности Богу. И святой Вит, которого православные христиане вспоминают 28 июня, жил в Риме в III-IV веках. Он родился в семье сенатора-язычника, но благодаря своему воспитателю, святому Модесту, он принял христианство. Под влиянием Модеста и кормилицы Кирскентии Вит с детства проникся верой и начал проповедовать христианство. Когда Вит подрос, он вместе с Модестом стал активно проповедовать христианство. Его образование и ораторское мастерство оказывали глубокое влияние на язычников, многие из которых, слушая проповеди, принимали решение о крещении. Во время гонений на христиан Вит проявил невероятное мужество и стойкость. Когда он изгнал бесов из императора Диоклетиана, тот попытался заставить его молиться языческим богам. Вит категорически отказался, и взбешенный император приказал бросить его в клетку со львами. Однако хищники не прикоснулись к святому. После этого Вита бросили в котел с кипящим маслом, но и это испытание он выдержал, оставшись невредимым. В конечном итоге Вит, Модест и Кирскентию жестоко истязали. Их повесили на столбах и строгали тела железными когтями. Во время пыток произошло землетрясение, и ангел перенес мучеников в Луканию, где они с радостью представились Господу около 303 года. Пророк Амос жил в 8 веке до нашей эры в Иудее. Он был простым пастухом, но однажды услышал повеление Божье идти в Северное Израильское царство и сообщить о приближении суда Господня. Амос проповедовал у царского храма в Вифиле, где его встретил местный священник Амасия. Тот прогнал Амоса, и пророк перестал проповедовать публично, начав записывать свои пророчества и видения. Его обличения судей, чиновников и ростовщиков вошли в состав Библии и остаются актуальными до сих пор. По данным апокрифической книги «Жизнь пророков», Амос был смертельно ранен сыном Амасии. Из-за полученного ранения он умер и был похоронен у себя на родине. Святой Модест был воспитателем Вита и сыграл ключевую роль в его обращении к христианству. Модест и Вит вместе проповедовали, несмотря на опасности и гонения. Кирскентия, кормилица Вита, также исповедовала христианство и вместе с ним приняла мученическую смерть. Во время пыток Кирскентия укорила правителя в жестокости и исповедала себя христианкой. За это ее также подвергли мучениям. По молитве святого Вита случилось землетрясение, и ангел снял мучеников со столбов и перенес в Луканию. Поэтому 28 июня является важным днем в православной традиции, когда верующие вспоминают подвиги великомученика Вита, святого Модеста, мученицы Кирскентии и пророка Амоса. Их жизни и подвиги служат примером веры, стойкости и преданности Богу. В этот день в православных храмах проводятся особые богослужения, включающие чтение житий святых и молитвы заступничества. Верующие обращаются к святым с просьбами о помощи и защите, а также благодарят их за подвиги. В народном календаре 28 июня отмечается День Фита и Амоса, а также известный как День памяти великомученика Фита, святого Модеста и пророка Амоса. Этот день связан с особыми народными приметами и традициями, которые до сих пор соблюдаются в некоторых регионах.
По народным приметам, к 28 июня созревал овес. Это был важный момент для крестьян, поскольку овес занимал значительное место в сельском хозяйстве. В этот день крестьяне заканчивали сев и уже не сеяли хлеб, так как считалось, что он не успеет вызреть. В день фита крестьяне внимательно следили за скотиной, чтобы она случайно не забрела на поле с всходами. Корову, объевшуюся зерна, могло раздувать, что часто приводило к ее гибели. Молитвы святому Модесту, покровителю домашнего скота, в таких случаях не всегда помогали. Модест на Руси почитался вместе с Власием, Лавром и Флором, и его часто упоминали в обрядах, магических словах, защищающих скот от болезней и порчи. На Руси говорили: кто сеет после фита, тот прост бывает, хлеб не вызревает. Эта поговорка подчеркивала важность соблюдения аграрных сроков. После дня фита крестьяне заканчивали сев и начинали готовиться к уборке урожая. День фита символизировал окончание сева. Это было время подведения итогов весенних работ и подготовки к летним заботам. Крестьяне верили, что успешное завершение сева и соблюдение всех примет обеспечит обязательно хороший урожай. Особое внимание уделялось защите скота. Крестьяне читали особые слова, молитвы, обращаясь к святым, чтобы уберечь своих животных от болезней и нападений диких зверей. В это время также проводились обряды освящения скотного двора. Этот день был богатый на приметы и поверья, которые наши предки считали точными предсказаниями на будущее. Погода на день фита считается предсказательной для всего лета и даже осени. Если 28 июня погода оставляет желать лучшего, то это означает, что лето будет жарким, а осень теплой и комфортной. Наши предки внимательно наблюдали за погодными условиями, чтобы подготовиться к грядущему сезону. Еще одной важной приметой было количество росы на травах утром 28 июня. Считалось, что если на травах много росы, то лето окажется урожайным. Роса символизировала обилие влаги, необходимой для хорошего роста растений, что предвещало богатый урожай. Если на день фита удавалось увидеть ворону, это считалось дурным знаком. Ворона символизировала болезнь или неприятные новости. Люди верили, что видеть эту птицу означало, что человек либо заболеет, либо узнает о чем-то очень неприятном. Сны на день фита считались вещими, но, как правило, они не обещали ничего хорошего, поскольку сны часто предвещали неприятности или трудности. И наши предки обязательно молились утром, чтобы смягчить возможные негативные последствия. 28 июня именины отмечают Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, Михаил, Модест, Семен и Федор. Эти имена связаны с православными святыми, чью память почитают в этот день. Люди, рожденные 28 июня, считаются добряками и весельчаками. Они обладают особым даром ладить с окружающими и часто становятся лидерами в их коллективах. Вот некоторые характеристики этих людей. Они добры и заботливы, всегда готовы помочь другим. Они обладают хорошим чувством юмора и легко поднимают настроение окружающим. Любое дело, за которое они берутся, им удается довести до совершенства. Эти люди часто становятся лидерами благодаря своей харизме и умению находить общий язык с разными людьми. В этот день было принято молиться о защите скота, собирать лекарственные травы и уделять внимание близким людям. Для крестьян и земледельцев скот всегда был важной частью жизни их хозяйства. Потеря животных из-за болезней или несчастных случаев могла привести к серьезным экономическим проблемам. Поэтому 28 июня наши предки уделяли особое внимание защите своего скота. Считалось, что в этот день нужно молиться святому Фиту, прося его о защите животных от болезней и напастей. Верили, что если не попросить защиты у святого, то можно вскоре потерять своих животных из-за различных заболеваний. И 28 июня считался идеальным днем для сбора лекарственных трав. Делать это нужно было утром, когда растения наполнялись утренней росой и солнечной энергией. Считалось, что именно в этот день, 28 июня, травы обладают наибольшей целительной силой.
Собранные травы использовали для приготовления целительных отваров и настоев. Эти заготовки применялись для лечения как людей, так и животных. Травы, собранные 28 июня, могли избавить от самых тяжелых заболеваний. Ромашка использовал для лечения воспалений и снятия болей. Зверобой использовали для укрепления иммунитета и борьбы с инфекциями. Мята для улучшения пищеварения и снятия стресса. 28 июня следовало уделить побольше внимания близким людям, особенно детям и старикам. Наши предки верили, что забота и помощь, оказанная в этот день, принесет в будущем щедрое вознаграждение. В этот день было важно проявлять доброту и заботу по отношению к окружающим людям. Любая помощь, оказанная кому-то сегодня, обязательно вернется старицей. Это могла быть как материальная помощь, так и просто доброе слово или поддержка. Поэтому в этот день вы можете помочь в домашних делах старикам, поиграть и обучить чему-то детей, а возможно посетить больных или одиноких людей. В народе существовало множество народных примет, связанных с 28 июня. Эти приметы помогали нашим предкам предсказывать погоду, урожай и другие важные аспекты жизни. Если 28 июня погода была пасмурной или дождливой, это предвещало жаркое лето и теплую осень. Обилие росы утром сулило богатый урожай. Сны, увиденные в ночь на 28 июня, считались вещими, но поскольку они редко предвещали что-то хорошее, люди старались утром молиться и просить у святых защиты от возможных бед. 28 июня – это день памяти великомученика Вита, который в народной традиции носит особое значение. Этот день богат на народные приметы и запреты, которые строго соблюдались нашими предками. Считалось, что несоблюдение этих запретов может привести к несчастьям и к бедам. И первый запрет этого дня, 28 июня – это запрет на веселье. Считается 28 июня несчастливым днем, и наши предки верили, что в этот день случается множество страшных происшествий – аварии, пожары, взрывы, утопления и повешения. Поэтому в день Святого Вита нельзя было веселиться. Смех и радость могли привлечь несчастье и беды. Поэтому в этот день, 28 июня, лучше избегать шумных собраний и праздников. Постарайтесь провести время в спокойной обстановке, уделяя внимание молитвам и размышлениям. Следующий запрет этого дня – это запрет на выпуск скотины на зеленые поля. Запрещено было пускать животных, потому что животные могли поесть сочную траву. И считалось, что животные на полях, на зеленых полях могут переесть хлебных побегов и сильно заболеть или вовсе умереть. Поэтому наши предки говорили, что в этот день лучше держать скотину в загоне и кормить ее проверенным кормом. Это поможет избежать болезней и сохранить здоровье животных. Также в этот день, в день Святого Вита, 28 июня, нельзя было ходить к реке, к лугу или в лес, поскольку в этот день нечистая сила может унести человека. Особенно активны были русалки, которые могли завести человека на самую глубину водоема. Существовало поверье, что в Витов день можно получить честный ответ на любой вопрос, призвав к берегу утопленника, знакомого при жизни. Однако этот обряд сопровождался и множеством запретов. Нельзя было разговаривать с кем-либо перед обрядом, есть или расчесывать волосы. Риск был велик, так как утопленник мог отнять язык у пришедшего. Поэтому в этот день лучше было избегать походов к водоемам и в лес, особенно в одиночку. Если же есть необходимость посетить такие места, делайте это с осторожностью и в компании близких и родных вам людей. Также в этот день запрещено было общаться на повышенных тонах. Считалось, что это приведет к крупным скандалам, которые могут перерасти даже в физическое насилие. Поэтому старайтесь избегать конфликтов и сохранять спокойствие сегодня в любых ситуациях. Если возникнут споры, лучше отложить их решение на другой день. Также
Выбрасывать остатки еды после завтрака, обеда и ужина было запрещено. Считалось, что это принесет неудачу и лишит дом радости и удачи. Все остатки еды лучше раздать животным или использовать для приготовления новых блюд. Это привлечет благополучие и счастье в дом. Следующий запрет проявлялся в жадности. Нельзя было сегодня жадничать. В этот день следует заниматься благотворительностью, отдавать вещи нищим, помогать одиноким пожилым людям и делать подарки деткам в детских домах. Нарушение этого запрета сулило потерю всего имущества. Вообще постарайтесь в этот день проявить щедрость и заботу о других людях. Занимайтесь благотворительностью, помогайте нуждающимся и делитесь тем, что у вас есть. Это принесет в вашу жизнь радость и благополучие. Далее, не стоит рассказывать негативные сны. Негативные сны, рассказанные до захода солнца, могут исполниться или принести проблемы рассказчику, поэтому их не следовало рассказывать до захода солнца. Если у вас был плохой сон, постарайтесь не рассказывать о нем до вечера. После захода солнца можно поделиться увиденным с близкими и родными людьми. Вот такой, друзья, у нас с вами день 28 июня по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.